Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, вы на канале «Как похудеть и завести кота и кошку». Сегодня долгожданный прямой эфир, которого на самом деле я тоже, так же, как и вы, сейчас отодвинусь немножечко, чтобы было удобнее, точно так же, как и вы, долго ждала, потому что болела, какие-то дела. Ну, в общем, вы обо всем этом знаете. И, наконец-то, могу с вами пообщаться, чему очень сильно рада. Боню держу с последних сил, потому что он хочет убежать и как-то хулиганить. Хотя он очень милый и мог бы провести со мной время. Сегодня мы... Вот, хулиган Боня. Сегодня мы с вами подводим итоги марафона, потому что это заключительная неделя. Спасибо всем, кто нажимает на сердечки. А со следующей недели мы с вами, и не только со следующей недели, а еще у нас будет начало первого зимнего месяца. Мы с вами, несмотря на то, что мы снижаем вес, ведем здоровый образ жизни, несмотря на то, что вокруг нас коронакризис, начнем таки готовиться к Новому году, потому что я соскучилась по приготовлению, да, по каким-то рецептам, которые мы готовим. На этой неделе мы с Сергеем отлично разогрелись, когда готовили меню на день, потому что привыкали к новой кухне, к новой плите. В общем, Боня, не хулигань, ко всему новому. Привыкли, это просто замечательно. И, значит, в ближайшее время обязательно будут рецепты. Конечно же, 1 декабря будет отчетный день. Мы узнаем, изменился ли вес моей мамы, которая... Нет, да я тебя не пущу, иди отсюда. Вот, которая снижает вес по нашему методу. Потому что вот здесь у меня сейчас вы увидите, сидит, лежит приличная, хорошенькая, красивенькая девочка Рыся. Но Боня, он все-таки мальчик маленький, и поэтому хулиганит. Вот. Что еще хотела сказать? Про рецепты я сказала. И еще раз большое спасибо всем, кто ставит сердечки. Их будем снимать, потому что, честно, я сама соскучилась. И тоже хочется много-много всяких идей приходит в голову. Много что-то мы уже приготовили. И хочется, конечно же, этим поделиться с вами. Сейчас мне только нужно телефон как-то переставить или пересесть, потому что далеко от меня ваши... Сейчас свет еще поверну. Ну вот все равно. Ну вот так пусть будет. Вот, потому что много всяких мыслей, рецептов, блюд, уже что-то новенькое приготовили. И я знаю, что все так же, как и я, думают о том, что скоро Новый год, и, да, новогодний стол, новогоднюю какую-то трапезу никто не отменял. Поэтому мы с вами, обещаю вам, подготовимся к Новому году и к Рождеству. Обязательно. Еще будут постные рецепты, потому что, да, есть люди, которые соблюдают рождественский пост. И вот Рысенька пришла. Вот Рыся хорошая девочка. Иди сюда. Вот Рыся хорошая. Рыся тоже не хочет сниматься. Рыся так пришла. Вот. Сегодня мы еще сняли видео на наш семейный канал на Мироневичи, где я за рулем, причем за рулем машины с механической коробкой переключения передач. Вот, потому что давно и всегда ездила на автомате, и давно вообще не ездила. Вот, и видео об этом сегодня будет. Итак, начинаю читать ваши сообщения. Конечно же, если у вас есть вопросы, обязательно пишите. С удовольствием отвечу. Для этого мы здесь собрались с вами, чтобы общаться. Паулина, Мария, привет. Значит, я перебираюсь к вам поближе на юг, правда, в Ростов-на-Дону, и узнаю, что вы переехали в Сербию. Не угнаться за вами. Паулина, вы знаете, да, мы вот такие легкие достаточно на подъем люди, и все-таки переезд в Сербию это был не столько переезд на юг, а сколько
изменение вот именно климата, потому что в Астрахани мне астматику очень-очень и аллергику, и астматику, естественно, да, все это всегда вот так тесно связано, мне очень тяжело приходилось, и, соответственно, не только мне, но, конечно же, и моей семье, в том числе и финансово, коты дерутся, все, вот, а здесь я правда, вы знаете, удивляюсь, как это происходит, потому что здесь у нас на нашей улице где-то у 3-4 домов, так же, как и у нас, подключен газ, остальные топятся, ну, топят печку, там, шпорят и так далее дровами, но это такой, вы знаете, запах, как осени, просто вот, ну, дрова, да, там дерево горит, то есть какого-то прям то, чего я боялась, там, что все заволокло там дымом, и ты как какой-то пожарник в этой в этой дымной дымке там ищешь какой-то вход, выход и так далее. На самом деле этого нет. Вот. И в Ростове-на-Дону я тоже думаю неплохо. Это большой город, но все-таки мы сейчас рады, что у нас вот такой небольшой, тихий городок. Опять это, да, подходит не для всех людей. Для нас это подошло потому, что мы работаем из дома. И, конечно, с переездом вас. Ростов хороший, тоже зеленый город, и море недалеко. Так, Мария, привет. Почему прибавляется вес, когда худеешь? Так, смотрите, все начинается с того, да, в каких условиях и при каких условиях вы начали именно ваш процесс снижения веса. Потому что причин на самом деле множество. Вот, то есть, возможно, вы до этого раньше, там накопилось на самом деле большое количество вопросов, возможно, в понедельник сниму ответы на ваши вопросы, потому что к марафону есть много вопросов, и какие-то ваши, да, там вы пробуете, что-то не получается, ну, опыт это всегда, да, нормально. Вот, поэтому, возможно, вы, вот то, допустим, с чем столкнулась я, когда я в июне покаталась на самокате и сломала руку, да, и у меня потом недели 2, наверное, я отекала, у меня была жуткая отечность, ну, соответственно, да, когда человек отекает, увеличивается вес. Дальше, возможно, вы просто до этого сидели на какой-то очень диетической диете, совсем-совсем мало ели, и поэтому, когда вы начинаете питаться по нашему методу, естественно, вы питаетесь нормально, и ваш запуганный организм на радостях, что теперь наконец-то стало поступать питание, запасает жир, потому что знает уже, что бывают голодные периоды и бывают сытые периоды. Еще, возможно, это связано с какими-то проблемами со здоровьем. Их на самом деле достаточно много. Вот, то есть моментов, почему это происходит, очень много. Еще есть такой момент, я думаю, он бывает у многих, и это со многими происходило. Это то, что когда ты начинаешь, тебе все вкусно, и кажется, что если есть много, но здоровой еды, то все будет хорошо. Но опять мера применима ко всему, в том числе и к здоровому питанию. То есть вариантов множество, и, конечно, только вы можете методом да, самого обычного исключения, конечно же, узнать, почему это происходит с вами. Рысюша залегла спать. Итак, так, про новогодний стол Олесенька спрашивает. Обязательно будет меню на новогодний стол, и будет даже не одно, потому что сейчас, да, опять из-за коронавируса, коронакризиса, все хотят и новогоднее меню для снижения веса, и экономное новогоднее меню для снижения веса. Это абсолютно нормально, да, это та реальность, в которой мы живем, и я точно так же, как и все, экономлю. Поэтому меню будет разное, и я с удовольствием поделюсь сама в предвкушении. Хулиганят. Так, Мария. Я 3-й день по вашему методу заменять начала сладкое курагой, крутит живот от нее, что делать? Мария, я
как ваша тезка, во-первых, во-вторых, как человек, который когда-то столкнулся с такими же проблемами, вас отлично понимаю. Потому что когда вы начинаете есть, употреблять достаточное количество клетчатки, будь это сухофрукты, овощи, квашеные овощи, фрукты и так далее, а если к этому еще добавить кисломолочку, то живот крутит, живот пучит, и это неприятно. Но вашему организму, вашему желудочно-кишечному тракту нужно время для того, чтобы привыкнуть к новому образу вашему питания, и где-то в течение месяца обычно все налаживается. И да, этот месяц не самый приятный по ощущениям, это я знаю по себе, но это нормально. Единственное, что если никаких других причин, кроме того, что вы добавили в свое питание, да, курагу, нет, тогда все будет хорошо, тут опять остается только подождать. Марина, когда будет бодрое утро? Очень не хватает этой рубрики. Марина, большое спасибо. Буня! Плохой кот грызет наушники. Я, честно, не знаю, скоро будет, потому что много-много-много того, чем хочется с вами поделиться, много того, чем хочется вас зарядить, много ваших вопросов, которые помогают мне всегда снимать, ну, стараюсь, во всяком случае, да, мы с Сергеем всегда снимать интересные именно для вас видео. Но пока, честно говорю, сейчас Сергей включит свет, честно, пока нет времени и сил. Я с вами, вы знаете, всегда откровенна, поэтому как только появится такая возможность, мы сразу же вернемся к этой рубрике. Частично сейчас это мы заменяем на нашем семейном канале выпусками Мироневичей. Вот, планов, правда, громадье, тем более сейчас мы уже все-таки все такие вот прям глобальные дела завершили, купили вот последнее, да, купили авто, то есть получается, что уже отопление есть, вид на жительство есть, то есть можно жить спокойно и, соответственно, наконец-то к вашему, надеюсь, и моему, конечно, 100% удовольствию больше времени уделять работе. Спасибо за ваш вопрос, приятно, что вам нравится наше видео. Мария, соблюдаю ваш метод уже 26 дней, но не худею и не толстею, что приятно, предвкушая будущие результаты. Стройняшка, с этим на самом деле я столкнулась, причем я весила тогда 120 килограммов, и первые 3 месяца мой вес абсолютно не снижался, хотя при этом у Сергея вес понемногу, но уходил. Хотя я действительно старалась, прикладывала все усилия, и это, конечно, было достаточно демотивирующим для меня, потому что, да, когда мы все начинаем, несмотря на то, что мы хотим это для здоровья и так далее, но мы привыкли, да, нас заточили на то, чтобы ждать результата цифрок на весах. Не хотят коты сниматься. Вот, и, конечно же, это неприятно, но опять, вы сами, да, логически отмечаете, что вес и не увеличивается, питаетесь вы хорошо, соответственно, продолжаем и ждем. Так, добрый вечер. Ольга, я работаю в ночные смены, и график приема пищи становится проблемой. Как быть? Ольга, на самом деле график приема пищи при работе там в ночные смены, в четырехсменку, при работе сутками, в общем, со всеми такими нестандартными, скажем так, графиками, становится не то чтобы проблемой, а становится особенностью. Про это я снимала отдельное видео, то есть вы просто в YouTube, там голосовой поиск или там печатный, пишите «питание в ночные смены Мироневич», и вам показывается видео, которое мы уже сняли для вас, и там все подробно на самом деле. Выход есть, и он, ну, просто сейчас, да, в рамках прямого эфира я не буду так углубляться, скажем. Мариш, подскажи, пожалуйста, можно есть консервированные помидоры, салаты сами закрывали и икру кабачковую из синеньких?
Людмила Лозовая. Людмила, все домашние закрутки, закатки, заготовки, конечно же, можно есть, но в ограниченных количествах. Почему? Потому что, вот честно, сама столкнулась, нас здесь, уже в Сербии, угостили домашней консервацией. Очень вкусной домашней консервацией. Вот. Но она невероятно вкусная, и мы на радостях, так как у нас всегда овощное блюдо, да, какое-то на ужин, мы еще к овощному блюду добавили консервацию. Все, то есть поели. Ну, дети, понятно, такое не едят. Мы все вчетвером, я, Сергей, моя мама и бабушка, поели. И потом жутко опились, потому что, несмотря на то, что это домашнее, намного лучше, чем в магазине, но содержание сахара, соли и уксуса никто не отменял. Поэтому потом мы уже к этому делу относились осторожно и употребляли более дозированно. Боня тут не перестает хулиганить, надеюсь, он не доберется до телефона. Еще и Сергею мешает работать. Так, Мария, как с вами можно поработать лично? Со мной поработать лично, я думаю, можно будет уже в начале декабря, потому что пока мы никого не набирали на личное сопровождение, возможно, даже будет набор в декабре на январь. Честно, не знаю, потому что я не могла обеспечить своей вовлеченности, своего участия, потому что у нас было, не знаю, каждый день ты не знаешь вообще, кто к тебе придет, кто к тебе не придет, куда-то тебе надо ехать, бежать и так далее. Поэтому этого не было бы. Ну, я так не могу, потому что работать. Вот. Поэтому как только будет набор на личное сопровождение, я обязательно об этом сообщу в Инстаграм, и вы сможете присоединиться, если вам это будет интересно. Продолжаем. Извиняюсь, надо воды попить. Умничка, спасибо большое. Худея по вашему методу. Похудела, но появился страх перед взвешиванием. Вдруг не похудела. Как от него избавиться? Спасибо. Ветрова, возможно, нам с этим страхом придется. Вот сейчас Сергей сидит, работает и улыбается, потому что, возможно, с этим страхом придется жить всю жизнь. С одной стороны. С другой стороны, со временем вы к этому страху, да, к этой тревоге начинаете относиться более, так скажем, мыслить по этому поводу более логично. И, соответственно, если вы никаких у вас, допустим, в этом месяце проблем со здоровьем не было, как, допустим, я рассказывала, когда я сломала руку, и у меня были жуткие отеки, это было видно там и по лицу, и руки, у меня вообще плохо себя чувствовала, да, естественно, тогда вес увеличится по ну, хотя зависело от меня, что на самокате покаталась, вот, причинам. Так и здесь. Ваша задача делать все, что от вас зависит, все, что в ваших руках, в вашей, естественно, воле, касаемо питания, режима, достаточного употребления жидкости. Вот. И вы знаете, этот страх, наверное, у меня, честно, он есть. Ну, это правда. Это, возможно, для людей с нашими особенностями это нормально. И это то, с чем мы будем жить. Но на самом деле не самое худшее, что может произойти с человеком. Вот. Но потом он такой становится, знаете, такой, когда ты становишься меньше, и вместе с тобой этот страх, он как-то тоже, знаете, становится таким маленьким, потому что когда ты огромная, 120-килограммовая женщина, то и твои страхи такие же огромные. А когда ты уже знаешь, что у тебя получается, что ты все наладила, что ты все действительно делаешь, да, правильно, ну, естественно, честно, в первую очередь, с самой собой, то эти страхи, они где-то сидят там в таком темном уголочке, и они такие маленькие, культурные, плохо себя не ведут. Вот, наверное, так могу ответить на ваш вопрос. Опять все мы разные. Мария, едите ли вы шоколад? Галя, нет, потому что у меня компульсивное переедание, и если я начну есть шоколад,
то я окажусь там, где я была. И я туда совсем не хочу. Мне нравится здесь, где я себя хорошо чувствую, где я хорошо выгляжу. Просто нет времени снять вам видео. У меня есть крутое платье, к нему крутая сумка. Еще я себе купила классный кардиган. Да, вещи, да, там шмотки это можно назвать. Это не все в нашей жизни, абсолютно. Но когда ты определяешь сама, когда у тебя есть выбор, потому что я думаю, все сталкивались с этим, что ты идешь в магазин и покупаешь там или в интернете, интернет-магазин, ты заходишь в отдел для там XXL или как там еще это называется, большие размеры, вот точно. И ты покупаешь одежду не потому, что она тебе нравится, а потому что она на тебя налазит, да. Вот, поэтому я шоколад не ем, не приношу его домой и есть не собираюсь, потому что это я не хочу проводить эксперименты. Я пробовала, да, когда-то, что там кусочек шоколадки. Я не могу съесть, честно. Я вот в честных отношениях с собой, с едой, это очень важно. Вот. И я не ем шоколад и не собираюсь его есть. Я счастлива. Вот самое главное. Я заядлая сладкоежка и счастлива. И сегодня утром, кстати, был шоколадный пирог, невероятно вкусный. С удовольствием позавтракали всей семьей. Вот, наверное, так. Такой длинный ответ на ваш вопрос, потому что для меня сладкое и, конечно, шоколадка, да, это такая была болевая серьезная точка. Галя, еще скажите, сколько шагов вы проходите в день или сколько ходите по времени? Так, сколько шагов в день прохожу, вообще бывает абсолютно по-разному, потому что, допустим, вот последние 3 дня мы с Сергеем снимали, и это, ну, такой полноценный рабочий день, это 7-8 часов, и, естественно, никакого желания, никаких сил у меня куда-то там идти нет. Вот, поэтому активности нет. Бывают дни, когда у нас, так скажем, какие-то выходные или какие-то съемки такие с перемещением, тогда мы, конечно, ходим. Я вообще на самом деле очень люблю ходить пешком. Это приятно. Очень-очень, там, наверное, самый мой любимый вид активности. С удовольствием всегда гуляю. Вот, и показатели абсолютно разные, от 0 до 15 000 шагов. То есть сегодня вот мы снимали, прошлись, прогулялись по парку, сходили в магазин, и вот у меня часы показывают 1861 шаг. Все-таки не забывайте, что самое главное это то, что вы едите, это режим труда и отдыха и, конечно же, вода. А физическая активность, ходьба, прогулка нужна для того, чтобы быть здоровыми и себя хорошо чувствовать. Все время хочется печеностей. Что делать, как избавиться от этого? Ах, я вас понимаю, вначале меня это преследовало, точно так же, наверное, как и вас. Вот, что делать? Добавьте тогда на завтрак. Пусть у вас результаты будут более, да, так скажем, растянуты по времени, но вы без срывов сможете, да, это провести. То есть с утра встаете и готовите выпечку. Если вы можете приготовить выпечку с вечера, как я сейчас делаю, чтобы с утра не тратить время на там, ну, это где-то около часа туда-сюда, пока получается, да. Если вы можете, приготовьте выпечку с вечера и, допустим, разделите на порции, остальные порции заморозьте. И каждый день с вечера доставайте в холодильник на нижнюю полку, к утру ваш завтрак какой-то, что вы испечете, разморозится. Вот, то есть увеличить выпечка, допустим, у вас будет не 2 дня, а 4 дня. И это, то есть то уже, что вы себе позволяете, вас просто психологически успокоит, и вам будет проще с этим справиться.
Вот, первое время я пробовала готовить с вечера, но с вечера все это дело и съедала. Поэтому я уже потом перешла на то, что выпечку я готовлю в выходные с утра. Потом уже я успокоилась с этим делом окончательно, и сейчас вот я спокойно могу испечь что-то с вечера и поесть это утром. Для этого, конечно, как и для всего, чего бы мы не хотели добиться, нужно время. Продолжаем. Сколько вы сейчас весите? Фаина честно взвешивалась последний раз в Астрахани. Почему? Потому что не хочу. Потому что, ну правда, если бы видно было, что я там трескаю что-то за кадром, то мои щеки бы увеличились, не знаю, увеличились бы мои запястья, вообще я бы увеличилась. Вот, потому что когда был день, 1 ноября, и я понимаю, что это было... Нет, это еще было 31 октября, потому что у нас не было весов. И я понимаю, что мне нужно ехать за вес, и я не хочу этого делать. Потому что самое важное для меня было не то, что там доказать самой себе, а самое важное для меня то, что я справилась. То, что я научилась жить со своими особенностями, жить с ними полноценно, счастливо, то, что благодаря тому, что вот у меня такой опыт, я могу помогать другим людям справляться с их проблемами, с их особенностями. И, наверное, наверное, перешла на какой-то другой уровень, потому что, честно, пока не хочу этого делать. Вот. Это связано не с тем, что я что-то там ем или еще что-то. Просто не вижу необходимости, потому что я одеваю свои джинсы, которые на мне отлично застегиваются, какую-то одежду, я смотрю в зеркало, смотрю, да, там на тамнейлы к видео и вижу, что я выгляжу так же, как раньше, и мне кажется, даже посвежела, несмотря на какое-то акне, которое повылазило в связи с тем, что я болела. Вот. Поэтому, честно, я не взвешивалась. Если буду это делать, обязательно поделюсь с вами. Спасибо, что спросили. Так, я также хочу с тобой индивидуально. Я уже говорила выше, что об этом дополнительно сообщу. Машенька, можно использовать для приготовления пищи сушеные овощи и фрукты собственного приготовления. Конечно же, можно. Это супер удобно и полезно. Почему бы и нет? Как вы поняли, что и когда есть, например, крупы на ужин? Вы знаете, это, наверное, было... Перестань все пинать. Это было от противного. То есть, ну, не в смысле, что я ела что-то противное, хотя на самом деле так и было. Я поняла, что совсем не нужно есть. И что являлось, ну, кроме, да, психологических причин, расстройства компульсивного переедания и так далее, что из конкретно, да, еды являлось причинами лишнего веса, причинами того, что я хотела есть еще и еще, и я от этого избавилась. Соответственно, то, что не являлось причинами появления лишнего веса, в моем меню осталось, добавилось, потому что так разнообразно мы не питались никогда, потому что до сих пор, когда вот мы что-то готовим, даже вот меню на день, съемки, и мама там с бабушкой идет, вау, говорит, как классно, мы питаемся как в ресторане, вот, поэтому давайте будем честными. В основном, да, в 99% случаев у людей лишний вес, ожирение и так далее появляется не из-за того, что они поели порцию риса с курицей и салатом на ужин. Ну да, приготовленную дома. Лишний вес – это добавленная соль, то есть это огромный, да, там продукты, количество не буду, это и мясные продукты, это и какие-то соусы, в том числе там и добавленные сахара и так далее, и так далее. То есть
Это, конечно, огромное количество кондитерки, всякого шоколада и так далее. И не шоколада, который похож на шоколад. Вот, то есть это огромнейшее количество продуктов, которых просто, ну, ради здоровья элементарного, да, даже не столько ради здорового веса не должно быть в рационе. Поэтому от крупы на ужин, если у вас нет каких-то, да, специальных рекомендаций от врача в связи с вашим каким-то заболеванием, от них, правда, нет ничего плохого, и я их спокойно ем, и все отлично. И большое количество людей, напомню, что более 1000 человек уже похудело по нашему методу, причем это только те люди, которые приняли участие в голосовании. Поэтому вот так продолжаю отвечать на ваши вопросы. Маша и Сергей, большое вам спасибо за ваш труд. Большое вам спасибо за поддержку, очень-очень приятно. Что делать с отеками, уже 4 дня не сходит. Все зависит от того, потому что отек, да, это симптом. Естественно, да, того, что что-то в вашем организме не в порядке. И соответственно, для того, чтобы разобраться с отеками, нужно найти первопричину, в связи с чем, почему именно у вас эти отеки возникли. И у меня, вот я говорю, что отеки были из-за, когда вот я сломала руку, честно, хотя никогда этим делом не страдала. Потом вот когда мы, ну и не то, что это отечность была, когда мы нас угостили домашней консервацией здесь, просто очень много пили, и это было неприятно, что ты все время пьешь и не можешь напиться. Вот, поэтому опять сейчас, да, корона, поэтому как вариант проконсультироваться со знакомым врачом. Еще что-то. Возможно, есть какие-то хронические заболевания, которые дают такую симптоматику, как отеки. То есть я никаких мочегонных никогда никому не советую. На моем опыте очень хорошо помогает для того, чтобы просто хорошо себя чувствовать, пить достаточное количество воды. Таким образом, организму не нужно запасать воду, то есть не появляются отеки. То есть причин может быть много, и, конечно, лучше бы это разобрать все дело с врачом хотя бы, да, там как-то онлайн, дистанционно. Натали, добрый вечер, Мария, подскажите, я не обедаю, от слова совсем, завтрак, ужин по вашему методу, воду пью. Повлияет ли на результат то, что нет обеда? Натали, я не знаю, по каким причинам это, да, у вас происходит. Вот, что может быть, это какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, потому что от завтрака до ужина большой перерыв, это, да, и проблемы с желчным пузырем, то, что желчь застаивается из-за того, что у вас нет обеда, и желудок, да, достаточное количество времени находится пустым. Поэтому, честно, я не могу... Опять, мы, да, все индивидуальны, и как именно ваш организм отреагирует, не знает, да, никто, поэтому все-таки я бы советовала попытаться добавить такую привычку, потому что я не пила воду от слова совсем, я не ложилась спать раньше 12 часа ночи от слова совсем и так далее, и так далее. Много чего в моей жизни, когда я весила 120 килограммов, было от слова совсем. Вот. И, конечно, желаю вам здоровья. Мне проще, я сама шью. Супер, круто. Я, честно, восхищаюсь такими людьми, которые обладают усидчивостью, которые умеют это делать. Это супер круто, классно, но это не относится к моим талантам, но я с удовольствием всегда смотрю, как кто-то это делает, или там кто-то показывает, как он это делает. Это круто. Скажите про разгрузочные дни. Говорю про разгрузочные дни. Разгрузочные дни не нужны. Почему? Потому что разгрузочные дни затаскивают вас только глубже, только дальше в нездоровые, в ненормальные отношения с едой.
практиковать разгрузочный день после загрузочного, да, там где-то вы поели, хорошенько, может быть, и выпили, да, это не решение проблемы. За разгрузочный день вы на самом деле не худеете. Если мы говорим с вами про жировую массу, вы просто обезвоживаетесь. И, соответственно, когда вы продолжаете, да, питаться нормально, то вес, так скажем, возвращается. Поэтому никаких разгрузочных дней я не делаю, хотя раньше, как и все, это дело практиковала. И, конечно же, никому не советую. И разгрузочный день не является эффективным инструментом снижения или поддержания веса. Иначе бы все делали разгрузочные дни, как всегда я говорю, и уже бы похудели. Вам предложили двойной стрим с другим худеющим блогером. Согласить вы? Да, я видела какое-то сообщение, но я не худеющий блогер. Я блогер, который рассказывает о своем методе снижения веса. У меня нет сейчас много времени, чтобы проводить двойные стримы. И плюс я и Сергей, конечно же, дорожим как сказать, расположением наших подписчиков, тем доверием, которое вы оказываете, и, естественно, как какой-то человек, с которым там я проведу эфир, я абсолютно не против кого, вдруг как-то потом себя не очень хорошо поведет, мне скажет: ты проводила эфир или еще что-то. Вот, поэтому у нас свой метод, и мы рассказываем о нем, и, соответственно, те люди, которым это нужно, которым это интересно, они приходят в наше сообщество. Наверное, такой ответ. Фаина за 5 месяцев похудела на 7 килограммов. Может, это мало, но очень рада этому. На самом деле 7 килограммов это супер. На самом деле минус 7 килограммов это не плюс 7 килограммов. И 7 килограммов намного больше, на целых 7 килограммов намного больше, чем 0. И без 7 килограммов жира живется намного лучше, поэтому вы молодец. Ну и, конечно, продолжаем. И чем медленнее вы худеете на самом деле, чем медленнее вы худеете, тем это безопаснее происходит для вашего здоровья в общем, для состояния вашей кожи и так далее. Вот, поэтому все-таки это хорошо, это правда очень хорошо. Ирина, шоколад не едите, а сахар едите. Такой обличительный комментарий. Я не ем сахар, я его добавляю в кофе и добавляю, когда готовлю выпечку. Потому что давайте опять будем честными. Сколько из вас, если вдруг такие есть, хотя на самом деле это, не смешно, есть такие расстройства психики уже, то есть когда люди едят, могут съесть пачку сахара, причем вместе с пачкой, это серьезно очень. Вот. Но если мы говорим про людей, которые хотят снизить свой вес, у которых есть лишний вес, есть ожирение, и они его получили, из-за расстройств пищевого поведения, а не психических расстройств, которые они получили из-за нездоровых привычек питания, то все-таки давайте будем честными. Много ли есть тех, кто может съесть 200 граммов сахара против тех, кто может умять 200 граммов шоколада, шоколадных конфет и так далее? Я все-таки думаю, что большинство будет за теми людьми, которые почему-то выберут не сухой сахар, а шоколад. Вот, поэтому... Да, я ем сахар, но я его не ем, я его добавляю, пачку вот так не открываю, в рот не засыпаю, честно. Вот, наверное, все, что я хотела сказать по этому поводу. Спасибо за вопрос.
Саня Наталья, можно ли ложиться сразу после ужина? Конечно же, не для сна. Наталья, конечно, можно, потому что, честно, мы с Сергеем устаем. Правда, сейчас у нас даже и ложиться не получается. Я сейчас начала отвечать на ваши вопросы, это только что поняла. Потому что полежать после ужина, посмотреть какое-то кино или сериал, честно, для меня это нормально, потому что я работаю, устаю за день, и все нормально. Ну, естественно, поесть и лечь спать — это тяжело и неприятно. Здоровья вашей семье, большое спасибо. Надежда, Мария, большое спасибо вам за ваш труд, за то, что вы меняете нашу жизнь к лучшему. Благодарю искренне. Надежда, вам большое спасибо за такие искренние, заряжающие слова. И не забывайте всегда, что я вам только подсказываю, да, направление, все делаете, меняете вашу жизнь именно вы, именно вашими усилиями, потому что много людей, и это нормально, это в человеческой природе, посмотрели, да, мои ролики или меню на день, сказали: фу, фигня, ест масло, сахаром закусывает, я так точно не похудею, пойду-ка я поголодаю. Вот. И это делаете вы, и это круто, и я вами очень горжусь. Большое вам спасибо за доверие, это невероятно. Просто то, что заряжает меня энергией. Продолжаем. Мария, скажите мне, пожалуйста, можно на ужин есть щи из кислой капусты? Ната, да, можно. Честно, я предпочитаю на ужин есть что-то более серьезное, то есть какое-то основное блюдо, не суп. Суп я люблю на обед. Очень люблю суп на обед. Вот. Мне только супа на ужин именно будет мало. Если вам после этого хорошо, вы не будете чувствовать какого-то голода, не будете доедать, подъедать, переедать после этого, то почему бы нет? Елена, добрый вечер, Машенька. Сколько в среднем КГ сбрасываете в месяц? Я сейчас не худею, просто живу. Вот. Худеть я перестала, наверное, год назад, что-то около того, потому что я была где-то 67, 65, ну вот в этих вот границах. Вот, когда я начинала, я худела от нуля. То есть, да, первые 3 месяца вес стоял, это было ужасно просто, до 4 килограмм за месяц. То есть вот максимальное количество, которое уходило у меня, в среднем было это 1,5-2 килограмма. Это позволяет не иметь проблем с обвисшей кожей, не давать сильную нагрузку на всю выводящую систему, и на печень, и на почки, потому что жир же он не просто испаряется, вот, а он расщепляется, выводится через почки, через печень и так далее, и так далее. И, соответственно, эти органы испытывают повышенную нагрузку. До этого, то есть, они испытывали повышенную нагрузку из-за того, что вы просто много ели. Ну, я, естественно, про себя рассказываю. Вы много ели, ели не того, что нужно, и они не справлялись. Потом нагрузка еще раз меняется, и им нужно теперь расщеплять большое количество жира. И это тоже на самом деле серьезная работа. Поэтому вот максимум 4 килограмма, и я вот сейчас, оглянувшись назад, скажем так, довольна и считаю, что больше не нужно. Воронова, что делать, если очень хочется есть ночью? Часа 2 ночи, служба суточная, в течение дня вообще не ем. Прием пищи начинается 22. Естественно, вам нужно наладить режим питания. Естественно, если вы не едите днем, то вы едите ночью, потому что человек не может не есть, и у вас просто все это дело сместилось. Сейчас воды попью, продолжим. Вот, поэтому... прием пищи начинается 22. Я так понимаю, что у вас возможность поесть начинается 22. Тут, возможно, какие-то все-таки переговоры, да, с начальством, чтобы, тем более, если у вас сутками работа, я работала в смену, да, что сутки была на работе, что какие-то перерывы выделяются, об этом, конечно же, стоит поговорить.
А, Наверное, так. Хотя бы яблоко там на ходу съесть, тот же банан, выпить какой-то суп, пюре из термоса. То есть это, ну, быстро. Но какими-то путями нужно добавить днем питания, иначе это, ну, просто вредит вашему здоровью, а не то, что там снижению веса. Но ваши видео со взвешиванием очень мотивируют нас. Вы знаете, я считаю, что, ну, опять, мы все разные, каждый человек имеет право на свое мнение. Каждый должен найти свою мотивацию. И это не я, которая взвешивается, потому что я больше всего взвешивалась, извините, не для вас, я больше всего взвешивалась для себя, чтобы понять, что я все делаю правильно, и заодно этим делилась с вами. И сейчас я считаю, что это другой, новый уровень, когда не для того, чтобы знать, что у тебя все в норме, что у тебя все хорошо, в порядке, не нужно там расчехлять весы. И потом мне действительно интересно и мне, и Сергею интересно делать что-то новое, делиться чем-то новым и, естественно, искать какие-то другие варианты мотивации. Это также было с дневниками питания, когда мы их решили перестать снимать, потому что, ну, честно, вес там особо не меняется даже, да, вот то же самое показывать, честно, мне не интересно, мне хочется что-то новенькое, придумать, как-то по-другому эту информацию донести. Для меня это важно. И, конечно, каждый взрослый человек волен выбирать мотивацию для себя. Фаина, вот и я не хочу взвешиваться, мне нравится, как я выгляжу. Да, Фаина, вы знаете, это невероятно крутое ощущение, когда тебе, не кому-то, а именно, это, наверное, самое сложное, когда ты нравишься сама себе, когда тебе нравится, как ты выглядишь. Потому что, честно, Сергей последнее время, наверное, последние полгода подлавливал меня у зеркала, еще когда мы были в Астрахани. Что ты, говорит, там все время смотришь? И я поворачиваюсь к нему, я говорю, ты понимаешь, мне нравится, как я выгляжу, и это круто, потому что даже с утра, вот сейчас, честно, не ожидала сама от себя, я встаю с утра, там, растрепанная, в пижаме, иду в ванную и смотрю в зеркало, улыбаюсь себе, потому что мне нравится, как я выгляжу. И это на самом деле намного круче, чем прыгать раз в месяц или каждый день там на весы. Ну, кто как привык. И я абсолютно не против этого, если у вас все нормально с весом, и это в рамках, да, скажем так, нормальной периодичности, но мне это сейчас не нужно, и это круто. Продолжаем. Чем заменить муку обычную? Честно, не обязательно заменять обычную муку на какую-то необычную, потому что я пробовала и цельнозерновую муку и так далее. Причем большее количество килограммов, с большим количеством килограммов я рассталась, когда готовила на самой обычной муке. Плюс мука белая, пшеничная отличается от цельнозерновой, рисовой, кукурузной, гречневой там, и так далее муки только с содержанием клетчатки. То есть в других видах муки клетчатки больше. И, соответственно, если вы, как и следует по моему методу, употребляете выпечку 2 раза в неделю на завтрак, то никакого значения не имеет, какую муку вы выбираете. Поэтому я ничем не заменяю сейчас. Елена, я так же, как и вы, не хочу взвешиваться, но обратила внимание, что вес растет, и я в шоке, у меня паника. Елена, что не стоит делать, это паниковать, потому что если вы смогли расстаться с лишними килограммами, то вы можете продолжить.
Всегда можете продолжить. И, естественно, стоит внимательно окинуть, так скажем, критичным взором ваши привычки, ваше питание. Во-первых, возможно, где-то вы стали чуть-чуть добавлять себе там какой-то перекус, еще что-то, где-то больше позволять, потому что думаю, что вы теперь все держите под контролем. Хотя это не так, и этим правилам стоит следовать, которые я предлагаю, стоит следовать всегда для того, чтобы вес не возвращался. Это есть и самый главный секрет. И еще такой момент, я об этом часто говорю, и не стоит забывать, что есть какие-то моменты со здоровьем, которые, да, могут быть, и из-за этого может увеличиваться вес. Поэтому вам нужно оценить все факторы, которые могут на это повлиять. И, естественно, если вы путем исключения поймете, увидите, да, сами, что это причина в том, что у вас какие-то погрешности в питании, вы их просто исправите, продолжите, и все будет хорошо. Не паникуйте. Я немного похудела за месяц, но взвешиваться не хочу, боюсь. На самом деле взвешиваться не обязательно. Вы можете использовать сантиметровую ленту, взять какие-то, я об этом постоянно говорю, брюки, которые вам хорошо там сидят, или они, допустим, вам сидели в надрай, и вы сейчас их одеваете и чувствуете, что похудели, или платье, или юбку. В общем, вариантов много для того, чтобы не использовать весы, и достаточно для контроля, если вы находитесь в процессе похудения, использовать весы раз в месяц, либо, еще раз повторюсь, проводить измерения с помощью сантиметровой ленты. Мария, добрый вечер. Вы пост держите? Если да, чем вы заменяете белок? Надежда, добрый вечер. Пост я не держу. Про это я, кстати, уже отвечала, потому что я человек с расстройством пищевого поведения. И были такие моменты, что я пыталась использовать пост как диету. Вот, это не то, о чем мне приятно, да, говорить, но такие стыдные моменты у меня были. И, соответственно, я не хочу это повторять, потому что пост – это не только еда. Во время поста вы можете быть более, так скажем, еще более заботливыми со своими близкими, помогать другим людям, просто пожертвовать, да, там, какой-то фонд онлайн, там, 100 рублей хотя бы, это не имеет значения. Главное, да, что вы это делаете. Вот, но я пост не держу, а так, когда мы постились, ну, конечно же, белок – это чечевица, белок – это фасоль, белок, в принципе, это и макароны твердых сортов, там около 10 граммов белка. Вот, ну так, вот навскидку просто что вспомнила. Мария, обожаю вас. Мария, большое спасибо, очень-очень приятно. Продолжаем. Так. Здравствуйте, у вас порции небольшие. Нет, небольшие. Хорошие. Я стала стройнее за этот месяц уже 3 килограмма. Это мало или нормально? С 103 до 100 килограмм. Надеюсь, что к Новому году будет двухзначное число. Тасопма. Во-первых, 3 килограмма – это супер, поздравляю вас, браво. Во-вторых, я вас все-таки призываю не оперировать как результатом килограммами. Моя мечта – это чтобы вы за месяц декабрь привыкли так питаться, и, конечно же, результаты не заставят себя ждать, и, конечно же, продолжаем. И поверьте мне, которая долго-долго, много лет не видела двухзначного числа на весах, оно обязательно будет. Ну и, конечно, вы поделитесь этим, и мы все вместе порадуемся. Рыся пришла поучаствовать в съемках, да, Рыся, я сказала. Вера, сколько фруктов можно есть за день? Честно, Вера, я ем много фруктов за день, тем более сейчас сезон мандаринок начался, и в Сербии недорогие и вкусные фрукты, и их мы едим много, и груши, и яблоки, и мандарины, и бананы. Честно, вот я как-то отдельно, не отслеживаю количество фруктов, которые съедаю, но стандартно одно яблоко
пару-тройку, четверку мандарин и, наверное, одна груша. Сейчас очень вкусные идут. Бывают гранаты, бывают замороженные ягоды. Просто так их разморожу, попью с ними чай. Вот, ну, как-то так. Добрый вечер, Мария. А можно во время поста использовать свои закатки из овощей? Про домашнюю консервацию я говорила выше. Главное использовать осторожно, чтобы не получить слишком много сахара, соли и уксуса. Рыся, что-то это серьезная такая пришла. Обычно Рысюша милашка, это что-то у нее такое серьезное прям лицо. Как первое время боролись с голодом после обеда? Сколько можно перекусов устраивать первое время? Галина, отличный вопрос, потому что с голодом я боролась и проигрывала. Поэтому я ела очень много яблок, очень много салата и очень много воды пила. Потому что у нас прям с мужем была традиция, потому что для нас самый сложным темным временем было темное время суток, это вечер, потому что мы с ним привыкли, что днем там дела и так далее, а вечером ты приходишь с работы, это пока там дела, уложил детей, и ужин у нас был часов в 10, в 11. И самый плотный прием пищи это был ужин, и когда мы начали менять свое питание, ужин значительно облегчился, несмотря на то, что мне приходят комментарии, что слишком большие я порции ем. И тогда голод голод и Сергей, мы остались друг с другом. А что мы делали? У нас появилась такая традиция, что мы мыли, честно, много яблок, и заваривали чайник зеленого чая. И стаканчик у меня тогда был вот не такой, а такая вот из фикс-прайса супница объемом пол-литра. И вот столько я выпивала чая. Да, конечно, потом я ночью посещала намного чаще, чем нужно, туалет, но это помогало. Это яблоки, плюс еще салат овощной, и чай, вода, и знать, что нужно просто время. Спасибо всем, кто ставит сердечки. Мы с вами продолжаем. Ксения, добрый вечер, а мой муж пряниковый наркоман. На работе коллега у него покупает, а он ночью как зомби идет и ест. Сам понимает, но сделать ничего не может. Не совсем поняла, вы говорите про то, что он ест в таком состоянии, как во сне, оказывается, такое тоже бывает. Это поделились со мной подписчики. Вот. Как вариант договориться с этим товарищем, так скажем, коллегой, который не товарищ, да, который покупает пряники, как-то их убирать в другое место, серьезно, абсолютно говорю, перевестись в другую смену, или перед сном что-то такое есть, да, что-то, чтобы не есть пряник. Взять тот же пакет семечек и их грызть. Семечки хороши тем, что они занимают рот на долгое время. Ну, если, конечно, работа такая, которая это позволяет делать. Вот, то есть вариантов много, нужно найти подходящий, опять, методом проб, который подойдет именно вашему мужу. Ирина Машенька, спасибо большое за 9 месяцев, минус 26 300. Ирина, браво, вы супер молодец, невероятно круто. Очень-очень рада. Большое вам спасибо всегда за поддержку, за ваши теплые комментарии. Ну и, конечно, продолжаем. Ксения, а потом удивляется. Ксения, да, еда она такая, которая... Вы знаете, там всякие пряники, шоколадки, о которых я говорила выше, они как бы незаметно пролетают, а потом оказывается виновен рис или еще что-то. Я тоже после обеда через 3 часа, очень хочу есть. Конечно же, добавляйте тогда перекусы, про это есть отдельное видео. Выбирайте то, что, опять, методом проб, что подходит именно вам, и используйте. Я совсем не сбросила вес, расстраиваюсь и нарушила пищевое поведение. Дегтярева, я первые 3 месяца тоже совсем не худела, и поэтому я говорю, что не стоит сосредотачиваться.
концентрироваться только на цифрах на весах, потому что вам нужно понять, что это не только про похудение, и не столько про это про то, чтобы наладить свой целый образ жизни. И, конечно, это займет время, и это абсолютно непросто, как любая крутая цель, которой вы хотите достичь. Она потребует усилий, но у вас получится. И поэтому нарушили, честно, бывает со всеми. Поэтому возвращаемся, продолжаем, и все будет хорошо. Я с вами. Спасибо, не обедаю, потому что не хочется, не испытываю чувство голода, но завтрак 11, ужин 19, а вес прибавляется. Честно, я не знаю, у вас какие-то проблемы с режимом питания. Возможно, если у вас ужин в 19, а завтрак почему так поздно? Ну вот, вы знаете, много вопросов, и, естественно, так просто не ответишь. Вы всегда так питались, или почему вы так поздно завтракаете? Ну, в общем, странновато лично для меня. Елена Машенька, как вы считаете, сколько максимально можно сбросить килограммов в месяц? Елена, про это есть отдельное видео на канале. Насколько я помню, оно находится в плейлисте «Бодрое утро». И там я как раз-таки вот сейчас, честно, не вспомню, потому что я готовилась тоже по материалам, у меня там это в сценарии все записано, какое количество там, ну, не буду сейчас, чтобы не как-то там не исказить информацию, но точно я знаю, что именно жира, да, если мы говорим о похудении, именно за счет жира человек может похудеть максимально, независимо от начального его веса, на 4 килограмма жира в месяц. Все остальное, конечно, частично это будет вода, потому что жир, он такой рыхлый и связан с водой. Частично это будет мышечная масса, без этих потерь тоже не обойтись, но это можно минимизировать. Вот, поэтому посмотрите, насколько худеть в месяц, Мироневич, наверное, как-то так это видео называется. Исаковская, я за 6 месяцев на 13. Супер, вы молодец, продолжаем. Большое спасибо, что поделились вашим результатом. Так, листаю комментарии. Туда жму. Маша, большое спасибо за вкусные и полезные рецепты. Пользуюсь ими и наслаждаюсь жизнью. Люба, большое спасибо за ваш комментарий. Очень-очень рада, что вам нравятся советы, потому что мы, правда, очень стараемся и честно, точно так же наслаждаемся жизнью. Не хочется сладкого, но мясо и рыба для меня все. Так что не в сахаре дело. Вы знаете, тут опять у всех свои какие-то пунктики и моментики. Кому-то сладкое вообще даром не нужно, да? Кому-нибудь бы солененькой рыбки, какого-нибудь там копчененького чего-то и так далее. Вот, то есть это все очень индивидуально, но не отменяет того, что мы едим что-то не то. Галина, у меня тоже вес стоит уже почти год, но я все равно буду продолжать, потому что все очень вкусно. Галина, вы молодец, круто, большое вам спасибо за доверие. Продолжаем. Мария, спасибо вам, что появились в моей жизни. Счастья вам, берегите свою семью, обожаю тебя. Ольчик, круто, большое спасибо. Я на самом деле вас тоже всех обожаю, поэтому даже с утра вот такое спонтанное у меня видео получилось здесь в Инстаграм, потому что соскучилась вот очень сильно, еще очень сильно устала, потому что эти дни прям такие были насыщенные съемками. Аж младшую дочку привлекла съемкам, мне кажется, она даже неплохо сняла. Вот, и очень сильно берегу свою семью, очень ее люблю. Я думаю, это понятно, и я вас тоже обожаю, вы крутые, спасибо. Огромное спасибо за все, вы очень позитивны, и ваш ответ меня порадовал. Спасибо большое, в основном стараюсь радовать. Как дела у ваших девочек в языковом общении в школе?
На самом деле хорошо про это сниму какое-то еще отдельное видео, потому что 26 ноября мы уже 3 месяца как переехали. Злата все больше сербских слов добавляет, как-то так интересно. Вот, и действительно, сербский и русский похожи, то есть это не так сложно, как совсем было бы, если бы, да, это славянские языки, они относятся к одной языковой группе, вот, поэтому проще. И вообще здесь люди тоже очень открытые, позитивные и, может быть, где-то друг друга не понимают, но на позитиве, поэтому все получается как-то хорошо. Мария, я сварила рассольник по вашему рецепту и ела его 3 раза в день без картошки. Так можно ли рассольник на курином бульоне? Ну, на самом деле можно, только, конечно, просто для того, чтобы вы себя хорошо чувствовали, нужно, чтобы у вас было разнообразное питание, чтобы вы получали все, что нужно, всякие элементы, микроэлементы, нутриенты и так далее. Вот, ну, если вдруг, да, сложилась такая ситуация, что у вас какой-то аврал там был на работе и так далее, конечно, лучше есть рассольник домашний на курином бульоне, чем заказать какую-то доставку там непонятной еды или какое-то другое быстрое приготовление там состряпать. Поэтому, ну, хорошо. Машенька, спасибо за такой полный ответ. Вы большая умничка, радуюсь за вас. А Елена, не за что. Машенька, добрый вечер. У вас такая грамотная речь. Скажите, какое у вас образование и кем вы работали? Кстати, кем я работала, это видео будет отдельное, потому что вы спрашиваете, работала я в разных сферах. Последние годы в основном я работала в продажах и продавцом, что на самом деле мне нравилось, потому что мне нравится общаться с людьми. И потом я была управляющим магазинами. Вот, образование у меня незаконченное высшее. И все-таки не в образовании дело, это не всегда так работает, вот, потому что мы недавно шли, Сергей же когда-то ходил в море, и мы ведем, значит, Златку в школу, и мы с Сергеем что-то там разговариваем, он говорит, ну ты же в порту работала, помнишь же это? И Злата такая на меня смотрит, мама, ты работала в порту? Я говорю, да, я работала в порту, считала груз, и у нее такие были глаза, надо же, что мама делала, пока я не родилась, еще и в порту работала, поэтому про это будет отдельное видео, оно есть как бы у нас в плане на Мироневиче, просто вот нет времени, поэтому не все успеваем. Кстати, сейчас будем с вами заканчивать эфир, спасибо всем за сердечки. Что делать, если плата при большом весе? Во-первых, продолжать, во-вторых, посмотреть, какие-то, возможно, есть огрехи, и, возможно, есть какие-то проблемы со здоровьем. Это тоже не стоит скидывать, потому что если вес большой, то нагрузка на все системы организма, конечно же, большая, и, соответственно, вашему организму на перестройку нужно время. И это нормально, и у меня вес стоял 3 месяца, это правда жутко неприятно, вот. Заметила за собой, что в течение дня кушаю все как положено. С наступлением вечера у меня появляется жор, это меня страшит, но не знаю, как с этим бороться. Про это тоже есть отдельное видео на канале. Мы с вами сейчас завершаем прямой эфир, потому что уже время нужно, чтобы у нас загрузился и сюда в Инстаграм, и на Ютуб мы его залили, потому что вдруг кто позже подключился. Большое всем спасибо, что вы субботним вечером нашли время для того, чтобы прийти пообщаться. Это просто круто. Я очень и очень сильно соскучилась. Надеюсь, что все будет по плану, и в следующие выходные точно так же будет прямой эфир. Всех люблю, целую. С вами была Мария Мироневич. Берегите себя, своих близких и, конечно же, всем добра и любви.